Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у нас подготовка снегохода к дальней поездке. Пришел напарник Николай. Значит, как я говорил, уже ехать далеко, поэтому готовимся основательно. Вчера я здесь кое-какие работы провел уже сам. Подтянул цепь и смазал вариатор. Ну, сегодня еще зажигание должны посмотреть. И на этом, пожалуй, все. Вот у меня запасные ремни. У кого есть снегоход, тот знает, вот всегда ремни держите вот запасные внутри капота. То есть можете привязать его так. И вот еще раз говорю, крышка, это вариаторная, обязательно нужна. Вот. Видите, в данном случае она не дает, не задевает ничего там. И недавно коллега у меня ехал в лесу без крышки. У него выкрутился вариатор и сломал ему вот эти все пальцы, 3 пальца. Поэтому еще раз говорю, крышка обязательно. И сразу хочу сказать, что значит, рыба у нас есть, поэтому это будет демонстрационная рыбалка. То есть по принципу поймал, отпустил. Потому как на это место мы планируем привести туристов. То есть этим человеком можете оказаться вы, кто будет там вот, соответственно, рыбачить. Смотрим сюжет. Вот и настало утро. Мы едем. Пока нас трое. Остальные уехали вперед. Так, вот делегация, в общем, 2, 3, 4, 5, 6 снегоходов. Вот, посмотрите, сколько топлива нужно каждому снегоходу, чтобы съездить. У каждого бочка. Это его топливо. Вот наше топливо. Так, это для БРП. И вот мое. И еще там у себя. Вон там тоже куча. В основном топливо. Мужики там чай пьют. Сидят. Да, Кошта. Бюрехам баран тебе идет. Öyle bana ağlamış man. Ben bir de yakan, bir de okuldan da kaçıyor. Mana.
Ну вот такой балок, не балок, а избушка проходная. Это вот на сопочке такая, сказать, проходная такая избушка. Проходом здесь люди останавливаются, чай пьют, сотовый ловит отсюда до поселка. И сейчас дальше двинем. Буманта кас километрей? Да? 40 километров отсюда до Жиганска. Итак, мы выехали вперед. Мужики остались сзади, где-то едут, наверное. Вот втроем едем пока. Александр дорогу едет, вот давит. Ну так, дорога-то есть. И сегодня погода очень теплая. Ну и здесь у нее свой климат, такой микроклимат создают горы. Сейчас мы вот по горе едем, по возвышенности. Дорога идет то просекой, то вот такими вот узенькими буранными тропами, скажем так. Ну хотя это заросшая просека тоже. Вот так она выглядит. Мужики перекуривают. Полная бочка. Соответственно. Буран греется очень. Тепло, потому что вот ремни, видите, в тепле. Посмотрите вот сверху. Вон там видно горы, вот верхоянские уже хребты. И прямо так идет просека, прямо на горы. Вот сидим на сопочке. Рахта кодде. Это тигайса. Оян таккар мане каду. Юли. Атакалани. Ото. Татары. Это угадык. Кім бар? Оян таккар. Оян таккар. Оны кім? Оны кім? Мадық болады. Так, остальная бригада едет. Мы, значит, заправились, выехали на речку горную. И сейчас вот дальше поедем по профилю, так прямо. Чай пьем, кофе пьем. Один снегоход у нас забарахлел, там свет пропал, ну бобиной, что-то с бобиной. Заменили бобину. Сейчас вот на одном снегоходе вот Володя съездил, дорогу пробил до избушки. Здесь избушка недалеко. Сейчас будем в ней переночуем и завтра дальше поедем. Сегодня уже не успеваем. Вот подъехали к избушке. Один буран сломался, к сожалению. Оставили его там, завтра будем чинить, ремонтировать.
У него сломался редуктор. Давайте посмотрим избушку. Фонарик бат, фонарик. Короче, я кабат твой. Я сказал уже. Сидит. Барди. Где бат? Орлиги. Как? Ну, блядь, масбрама, я знаю. Я хотел бы быть обстоять. Я не выходил. Я не выходил. Benzine hoqpatte. Bardi ba. Слава путата. Кому jedan ник. Матинга. Бороба. Вот такой лайфхак, видите, вот если намерзло этот, тогда разжигаете, прыскаете, разжигаете, потом засовываете туда сопла паяльной лампы, чтобы она отогрелась, потому что там проход обледеневает, и вот из-за этого вот такая вот хитрость. Бензин вот можно прямо на угле шикать, она дольше горит, когда на углях, на этом, на шлаках там. Вот такая избушка. Bugün ne doktor ay? Tabak atarken nerede? Охотничья избушка, оказывается. Охотничья изба. Так, вот и наступило утро следующего дня. Вот такой балаган. Так, вот мой бутер. Вчера вот здесь вот лыжа сломалась, пока тащил. Сегодня разогрев снегоходов с утра. Но мой так завелся из разогрева. Как я говорил, вчера этот сломался один снегоход. Сегодня ребята должны съездить за ним, отремонтировать его редуктор. Там сорвало эти шпонки типа, ну какие-то эти, вот кое-что сорвало тут. Так, сейчас вот нужно завести вот этот снегоход. Там у нас есть аккумулятор один. Сейчас его притащим, прикурим.
Ну вот, собираемся. Все как было, оставляем. Всё, вот отсюда сейчас прикуримся. С этого аккумулятора. Потом когда? А, булутте. Баров, там они. Вот так происходит разогрев снегохода. Ремень все равно надо, говорит, это паяльной лампой, чтобы отошел. Говорит, замерзает этот германский ремень. Очень сильно. И вот здесь тоже продувает с двух сторон. Ну вот мы уже едем по горам хребта Верхоянского. Вон там внизу снегоход. Прямо едет по просеке, вот. Давит дорогу. Вон мужики подъехали. Красота, в общем. Вот горы. Вон там горы, и так уходят горы. Мужики все остались, отстают и отстают потихоньку. У кого что подбарахливает, потихоньку ползут там сзади. Кто просто потихоньку едет, кто буран ремонтирует. А мы вот давим дорогу. Здесь неплохо замело так. Вот сейчас подъехали. Тут небольшая заминка. Либо посюда поехать, либо посюда. Решаем. Ну, речка течет под горой. Река под горой. Ну вот и приехали на место. Почти доехали. Вот посмотрите, здесь какая природа. Какие деревья стоят. Огромные просто. Просто огромные для севера. Потому что здесь не совсем север. Здесь как бы предгорье хребта. И здесь совсем другой климат. С утра вот облачно как будто было. Потом все рассосалось. Сейчас опять облачно. По ту сторону сопки было ясно, тут немного облачно. И здесь нужно проверить топором ручей. Если просто очень много промоин и снегоход может провалиться. Ребят, уже много случаев, когда они проваливались. Снегоход прям уходил весь. Потом вытаскивали, намокали. Не хотелось бы, конечно, чтобы так с нами случилось.
Поэтому немного осторожности не помешает. Ха? Вон оттуда мы вот так вот переехали, там переехали повыше где. Здесь уже речка вся провалилась, вот. И вот еще сырая вот здесь. Вон там бежит, вообще лежит. Вот, бежит. Не можем здесь проехать. Хотя в прошлый раз ребята вот здесь проскочили вот. Прям поверху так. Следы их не есть, бурани вот. Они в прошлый раз проехались, в этот раз мы не сможем. Не очень глубоко. Мелко ведь? А? Мелко. Он у нас пока это. Ол гитио. Барон он ту. Он ну кому гытади. На толктырынны барына. Чигейинде. Так, вот идут рыбаки. Поймали рыбу. Я, правда, еще не дошел. Но завтра дойду, наверное. О, Владимир, о, какого поймал. О, хороший, хороший. Хороший ленок. Будем сегодня его на ужин готовить, жарить. Владимир двух поймал, Николай одного. Сейчас вот уже поздно. Сейчас поедем домой. Но завтра утром сюда приедем с Николаем. И здесь будем рыбачить. Бихиманна, кырдык балакага кийин олорун былыктаргыны ута. Съемкон карары подводная еген. Тоно ичи копу. А. Так бирок, так учойду.
Теперь все пусть. А. Теперь он так, Кэш курдукта. он так тем работает, он так. Полностью иди, полностью давай. Овдашит. Он вот лин было, Вот сейчас отдалбливаем замерзшие гусеницы. Владимир вот заехал в этот вот в наледь и застрял. Я его дернул на снегоходе. Выехали. И сейчас вот минут 5 подождали. Все замерзло. И после этого только выдалбливаю. Поэтому сразу, если попадете в наледь, то не стоит копаться в мокрой воде. Подождать можно. Потом уже долбить.